Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами заточим нож от мясорубки, ножницы и иголку. Это можно сделать с помощью простой наждачки. Вот у меня 400-я наждачка. И начнем с ножа от мясорубки. Это может сделать любой человек дома, в домашних условиях. Просто 2 листочка наждачки. И в строительном магазине продаются дешевые. И заточить ножик. Очень легко. Это может любой человек в домашних условиях. Вот возьмем, вот они, режущие кромки у ножа. Мы их отметим маркером. Вот так вот закрасим, чтобы видно было, как вот точится. Это просто наглядно. Так будет вот вам яснее и понятней, как они точатся, равномерно или нет. И посмотрим. Можно, конечно, не закрашивать, но вот так вот лучше. И вам сейчас все сразу на камеру будет видно. Вот ножик затупился, плохо мясо режет, крутит. Вот, начинаем, как я уже сказал, с 400-й наждачки. Кладем ножик. Значит, вот она, режущая кромка. Мы будем на нее вот так вот точить. И вот такие вот движения выполнять. То есть циферку 8 вырисовывать. Ножик поворачиваем. Опять циферка 8. Вот она, восьмерочка. Провернули. Опять восьмерочка. По кругу нежелательно. Надо, чтобы всей плоскостью он вот так вот. Почему вот по кругу нежелательно? Потому что надо будет постоянно проворачивать и по кругу вот так вот крутить. Не очень удобно. А восьмеркой, то есть он все равно цепляет. Раз, провернули. То есть поменяли кромочку. Вот восьмерочка. И на режущую кромку давите. Небольшими надавливаниями. Повернули. Восьмерочку вытащили, повернули. И так вот каждый ножик. То есть один восьмерка, второй восьмерка, третий. Тут 4 их. Вот видите? Четвертый. Давайте посмотрим, что получилось. Вот видите, маркер стерся. Ножик стал острее. Да он уже почти наточился. Ну давайте еще разок процедуру сделаем. Видите, как все ровно взялось? Это нам сразу наглядно видно, что ножи как бы своей плоскостью они вот стали точиться. То есть и полностью проточились. Вся плоскость. Вот это вот обязательно нужно маркером пометить. Потому что может быть неровность, где-то выбоина, где-то еще, где-то разная вот яма там на ноже. Это может быть. Выработка же все равно. Они же вот трутся вместе с решеткой, то есть вот так вот. То есть он по решетке скользит. Решетку тоже надо точить. А если вы, допустим, повернули, вот маркером-то зарисовали, повернули ножик, а маркер где-то не стерся, где-то стерся. То есть надо до той поры отмечать, пока полностью он не сотрется. Это тогда ровная плоскость образуется. То есть тогда у вас вот такая вот яма. Ее надо убирать до полного как бы уничтожения маркера. Начинаем. Опять восьмерочка. Повернули следующий ножик. Следующий ножик. Все, и крутим. Можно по кругу, в принципе. Давайте сделаем так. Ничего тут такого нет. Можно восьмерку, можно по кругу крутить. Только давите. Вот кругом кручу. Поглядим. Тоже стерся, видите? Давайте еще продолжим. А если не стерся, продолжайте до той поры, как я уже сказал, пока не сотрется. Ну, сильно, естественно, очень давить не надо, чтобы наждачку там стереть. В смысле, не стереть, а порвать. Все, ножик мы наточили. Вот смотрим. Уж бумагу резать не будем, но он наточен. Теперь беремся за решетку. Смотрим, какой стороной работал ножик. А работал он вот этой стороной. Давайте пометим маркером. Так, так, так. Уж всю не надо зачерчивать. Вот пометили вот так вот. И все. Всю красить не надо. Она вот сейчас будет ясно нам. И начинаем. Вот, то есть тут сработалась наждачка. Но мы здесь поработаем. Повернем. А можно и не поворачивать. Ну, желательно повернуть. Все равно неровности есть.
Я сейчас вот эти. Давайте глядеть. Все. Маркер, видите? Все, стерся. Все, она в принципе уже, ну вот только что мне немножко ржавчину убрать. А так она уже вполне готова к работе. Это мы сейчас на 400-й наждачке пройдемся. А потом все равно перейдем на 1000-ю, можно 1200. Ну, можно 800. Ну, желательно 1000-1200. Потом уже, это уже конечная заточка будет. Это мы пока наточили. Немножко сейчас вот мы вот этой рисочки уберем. Рисочки все равно на ноже есть. Все. Вот смотрите, видите? Все, решетка готова. Стряхнули. Убираем. Это все, наждачка выработалась. Ну вот краешку еще можно. Но она нам уже не нужна. Убираем ее. Берем вот 1200. Больше 1200, как я уже сказал, не надо. Можно 800, 1000, 1200. Ну, 1000, 1200 лучше. Берем ножик и начинаем вырисовывать. Ну, давайте пометим все-таки. Восьмерки-то мы будем вырисовывать. Мы его сейчас отметим тоже. Вот так вам сразу все ясно будет, как идет заточка. Без маркера тоже можно, но с ним намного эффективней. И начинаем писать восьмерку. Так, повернули ножик. Повернули. Я, видите, в одном месте, чтобы для решетки оставить место. То есть вторая половинка будет для решетки. 1200 наждачка, она сработается сразу же. Поворачиваем. Обязательно поворачивайте. Ну, давайте смотреть. Все. Вот, вся плоскость. Все. Это уже как своего рода шлифовка. Ну, заточка, риски убрали. Ножик очень острый. Берем нашу решетку. Также пометим чуть маркером мы ее. Так, так, так. Вот можно сильно не отмечать. Ну вот, чтобы вся плоскость, опять же, взялась. Все. И начинаем. Вот она, вот эта часть, которая наждачка свеженькая. И начинаем крутить по кругу. Повернем. Все равно немножко поворачиваю. Какие-то неровности есть. Потому что неровность все равно есть на линолеуме, на столе. Какая-нибудь там крошечка, еще что-нибудь попадает. Ну вот, по кругу поехали. В обратную сторону можно, в эту. Какую удобнее. Все, и вырабатываем наждачку. Смотрим. Все. Все наточилось. Вот они будут друг с другом, нож с решеткой, вот так вот и работать. То есть вот. Обязательно ее помойте, стряхните абразив, продуйте, чтобы никакие крошечки не попадали. Вот. Теперь мы перейдем на ножницы. Заточку. Также на наждачке. Плюсы наждачки, она прямая. Беру прямой брусочек. То есть сейчас я ее оторву, наждачку, это 240-я. Приклею на брусочек двухсторонним скотчем и буду точить ножницы. Брусочек беру для удобства. Наждачку тоже. Мне так удобно просто. В чем преимущество? Наждачка всегда прямая, брусочек тоже прямой. Наждачка стерлась, отлепили, выбрали. Значит, отрываем наждачку, сейчас берем по ширине брусочка. Таким вот движением. Двухсторонний скотч.
наклею. Все. Вот, взяли ножницы. Сейчас мы с вами заточим ножницы. Значит, также берем режущая, вот она кромочка. Мы ее отметим, чтобы видно было нам маркером. Вот черным. Вот все видно, как мы будем точить. Попадаем в этот мы спуск и начинаем. Вот такое вот движение. Давайте смотреть. Вот видите, вот здесь вот маленько взялось, здесь нет, здесь нет. Начинаем дальше. И вот такое движение, как будто хотим нарезать брусочек. То есть туда давим, обратно легонько. Туда давим, обратно легонько. И начинаем. И по всей плоскости ножниц идем. Выдерживаем угол обязательно. Вперед давим, назад легонько. По всей наждачке точите, чтобы она вырабатывалась полностью. А не в одном месте, вот допустим, в одном месте точить, здесь вот она будет нормальная, здесь вот она быстро сотрется. Все, видите, все побелело, наточилось. Попасть нужно вот в заводской угол, вот этот вот заточки, как их затачивали, вот в этот угол и надо попасть. Угол заданный, вот в него и попадайте, и ножницы будут резать. Вот что мы и делаем. Попадаем в заводской угол заточки и точим. Угол не меняйте, старайтесь точить в этот уголок. Как будто хотите подстрогать брусочек этот. И строгаете наждачку. Наждачку можете не клеить на брусок. Но она так держится просто прочно. Можно просто ее вот положить, но она будет вибрировать, когда положите. Это уже прям надо уже, это прям вот подстраиваться. А здесь только угол заточки нужно держать. Просто вот так вот вам будет намного удобнее, когда она приклеена. Все. Заточили мы их. Так, теперь что нам нужно сделать? Вот мы кромки заточили, маркер этот стерли. Теперь вот здесь вот, на обратной стороне, образовался заусенец. И нам его нужно убрать. У меня кусочек наждачки. Возьмете вот так вот, вот он заусенчик, попадаете полностью вот в плоскость, вот в эту. И вот немножко, раза два, вот так вот, пальчиком чуть-чуть нажали и провели. Все, заусенец убрали. Теперь на другую сторону. Вот так вот пальчиком нажали в плоскость, то есть вот она. Убрали заусенчик. Все, видите, немножко вот даже тут побелело. Вот, теперь можно переходить на другую наждачку. То есть это 240-я была. Теперь мы перейдем на 1000-ю наждачку, на 1200. Вот наклеил я наждачку 1200. Сейчас уже можно ничего не чертить. Угол уже и так, тут уже как бы уже шлифовка будет практически. Ну, все равно заточка, но можно и шлифовкой назвать, потому что наждачка очень мелкая. Тут буквально несколько раз с каждой стороны провести. То есть также попадаем в заводской угол, проводим. Несколько раз. Наждачка быстро вырабатывается. То есть она буквально уже. Все, несколько разочков вот таких. То есть с одной стороны и со второй стороны.
Также легкое надавливание. Тут сильно давить не надо, потому что сильно надавить порвете наждачку. Она уже на бумажной основе идет. И вот таким вот по всей наждачке можно. Туда давим, в обратную сторону слегка проводим. Все. Все. Теперь берем кусочек вот наждачки, переворачиваем. Заусенчик все равно маленький есть. Вот так вот кладем в плоскости и разика 2-3 по всей плоскости проводим. Одна сторона и вторая. Заусенец нужно убирать, потому что он будет вам мешать резать. А вот сейчас кромочка будет гладенькая, заусенчик убрали. Вот. Все, ножницы готовы. Ну давайте бумажку отрежем. Очень хорошо режет. Прям вообще идеально. Прям как бритвочка. Ну вот, ножницы мы заточили. Вот переходим на иголку. Иголку уже брусочек в принципе и не нужен. Это заточить любая женщина сможет. Способ очень простой. Можно отмечать маркером, можно нет. Это просто чтобы видеть, как вот снимается металл. Можно любым маркером. Вот она. Все, вот он кончик. То есть нам туда надо давить и поворачивать. Наждачку берете на тканевой основе. То есть это безопасно, можно смело давить, вот вам нужно в ту сторону точить. Любую иголку можно заточить, хоть швейную, хоть какую, хоть кривую, хоть в смысле загнутую. Любой углу. Вот, берете наждачку, положили. То есть наждачка у меня вот 240-я. Уголок вот такой между наждачкой и иглой. И начинаете точить. Маркером, вот видите, я отметил. Чтобы видно было, как я затачиваю. И начинаете вот такие вот движения. И иголочку поворачиваете. Сильно тупой угол не делайте, потому что будет туповатая. Вот примерно вот такой вот уголок. Ну, то есть заводской, который он и был. И вот иголочку поворачиваете, точите. Все точится прекрасно. Повернули. Неудобно, допустим, поворачивать. Можно вот сюда кусочек изоленты намотнуть. Она будет толще, легче будет поворачивать. Поворачиваем, точим. Поворачиваем, точим. Все. Вот видите, вот с этой стороны меньше наточили. То есть там маркер меньше снялся. Стараемся, чтобы добиться соосности, чтобы одинаково с каждой стороны подточилось. Все, иголка готова. Вот, пожалуйста. Очень острая. А иголки, поверьте мне, тупятся. Вот особенно женщины-швеи постоянно еще с твердым материалом работают. Она тупится, наверное, сзади игла может затупиться, а то и быстрее. Ну, вот таким вот образом, простейшими способами. 3 вида наждачки. 400, 1000, 1200 и 240-я. И вы справитесь вот с этими задачами очень легко. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. До свидания.